Привет, 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 песеры, с вами Морж, субботний ролик, и я вам хотел показать этот матч получился достаточно интересный. По сути, я вчера закинул денег в eFootball 2022, да, вы видите, три игрока из команды недели у меня, и хочу вам про это рассказать. Что прикольно, в противнике мне попался человек, который, во-первых, тоже закинул денег, потому что ПК сейчас играет только с ПК, никакого бонусного золота там не было, и что прикольно, ему выпали те же три игрока, что и мне. Вот такое вот противостояние будет. Я надеюсь, вам это будет интересно посмотреть, ну и меня, в принципе, послушать. Я вообще хотел с вами поговорить про донат в нашей игре, про баланс в нашей игре, насколько все сложно, насколько все легко. Я выпускал рубрику «Исповедь новичка», я думаю, вы видели мой состав, который получается собирать там, и скажу вам, реально, без ветеранского бонуса, без там хотя бы 500 000 ГП, а у многих был и 1 000 000, и 1,5, и 2 даже я видел, плюс несколько легенд, играть в eFootball 2022 очень даже сложно. В чем проблема? Проблема здесь в балансе. Насколько я понимаю, возможно, это, конечно, не последняя версия, возможно, Konami что-то еще изменит, но что-то я в это не очень верю, потому что такие вещи обычно вводятся сразу. Здесь не будет баланса по силе команды. То есть вы помните, я вам рассказывал, что можно было собрать команду до 2400 силы, там до 3000 силы и, собственно, играть с такими же. Я тем временем на 5-й минуте уже очень быстро пропускаю. В защите здесь играть крайне сложно. Так вот, сейчас же у нас нет вообще никакого разделения по силе команд. И тут в четверг вводят дивизионы. Я сначала сказал, что, там написано дивизионы это ПВП. Я сказал, что это ПВП, потом подписал, что, ошибочка, это ПВЕ, потому что я зашел в дивизионы, мне в 10-м дивизионе мне выдало бота. Я такой, что за херня? Ну ладно, хорошо, пометил, что я ошибся, но после перехода из 10-го дивизиона в 9-й у меня все-таки это стало ПВП. Почему Konami так сделала? Мне, если честно, не совсем понятно. Ладно, дивизионы у нас ПВПшные. И здесь я реально понадеялся, тем временем я сравниваю счет, я понадеялся, что, ребят, я в 9-м дивизионе, да, ни одного матча у меня еще не сыграно. Логично, что мне будут давать противников из 9-го дивизиона. Ага, сейчас. Если бы это было логично, это бы не было Konami. Почему-то мне выдавало игроков из 6-го дивизиона, из 5-го. Один раз даже я нарвался на человека из 2-го дивизиона. И честно вам скажу, если бы не вот эти вот мною вдоначенные футболисты, мне бы было охренеть как сложно. Сами понимаете, одно дело, когда у тебя в центре поля Гравенберг, да, хороший футболист, не вопрос, но с рейтингом 81, а другое дело Де Йонг с рейтингом 94. Как бы разница есть. При этом донат в этой игре, мягко говоря, дешевый. Конечно же, дешевый. Я вчера зашел, это мой основной аккаунт, я вам его, в принципе, показывал. На нем два легендарных игрока, как ветеранский бонус было. Плюс денежки были. Кстати, я реально пожалел, что я купил Холланда. Вот, тоже объясню почему. Так вот. И у меня на нем как раз висело что-то в районе 500 гривен. Как раз с покупки eFootball. Вы помните, раньше его нужно было купить, типа там стартовый набор был. Потом, когда они обосрались с выходом, нам эти все деньги вернули. Вот, тем не менее, эти 500 гривен висели. Я такой думаю, да ладно, закину немножко голдишки, почему бы и нет. Короче, 1050 голды мне обошлась в 250 гривен. Вот, за эти деньги я мог купить, сколько, 6 штанов по 40 гривен. Вот, но решил я все-таки это дело все закинуть в золото. 1050 золота, то есть на 10 игроков из команды недели мне хватит. Неплохо, по-моему, вполне неплохо. Чтобы вы понимали, кто живет в другой валюте, по деньгам это меньше 10 долларов. Доллар сейчас, насколько я знаю, гривен 29, около 30-ки. Вот. Получается 25 гривен у нас соточка золота, одна круточка. И я не пожалел. На самом деле я даже записал покопанинг, собственно, команды недели, но я такой молодец, что нечаянно его удалил. Вот, поэтому его я не выложу, зато выкладываю вот этот матч. Повезло мне, в общем-то, с дропом. Выпали мне Локотелли, выпал мне Де Йонг и выпал мне Виска, или Вишка, насколько правильно я читаю, я не знаю. Так вот, да, мог бы еще выпасть Фернандеш из Манчестер Юнайтед, но, к сожалению, не дропнулся. За эти деньги, мне кажется, за, грубо говоря, 300 голды вполне отличный улов, который усилил мою команду, несмотря на то, что у меня есть ветеранские бонусы, и несмотря на то, что какое-то количество ГП мне дало со старту. Так вот, что у нас по балансу? Во-первых, по дивизионам вы сами уже услышали, что при том, что я в 9-м, меня спокойно кидало и даже на 2-й дивизион, то есть на максимально профессиональных игроков. И вторая проблема, то, что меня кидают на команды на какие угодно.
И здесь, если, ну, тут у меня хотя бы более-менее составчик есть, то сами понимаете, на том аккаунте, где я писал исповедь новичках, где денег не хватает вообще на нормальных футболистов, вот с такими составами, а часто и с гораздо более сильными, мне приходится играть с командой, ну, в которой игроки там, ну, по 75, ну, по 77. А у человека, блин, бывает по 4-5 легенд, икоников, ну, давайте уже легендами их называть, раз они так будут называться в eFootball 2022. И еще и некоторые из них донатят, еще у них по 3 игрока из команды недели, и вот как с этим бороться? Да, за счет скилла всегда можно вывозить, но здесь скилл, к сожалению, утыкается в такую вещь, как выносливость у футболистов, корпус у футболистов, скорость у футболистов, и ты просто ничего не можешь сделать. Мало того, что против тебя и сидит с джойстиком хороший игрок, так у него еще и, грубо говоря, сразу же серьезное преимущество в раздевалке. Поэтому насколько здесь будет влиять донат в игре? Я считаю, что будет и достаточно сильно. Не вопрос, со временем придут больше новых игроков, у которых этого ветеранского бонуса нет. Ну, надеюсь, конечно же, придут. Я думаю, Konami на это тоже надеется, но чтобы на самом деле это было, нужно сделать нормальное обучение, ну, и все остальное, о чем я уже говорил не раз. И будет немножечко полегче. Но на данный момент в игру играют практически одни ветераны, и каждый раз, вот действительно, даже, наверное, не 9 из 10, а 19 из 20 я попадаю на ветеранские составы людей, которые уже много времени провели в этой игре, которые имеют ветеранские бонусы, и с ними играть реально очень трудно. Мало того, что они скилловые, у них еще и состав на порядок лучше, поэтому на самом деле я сейчас на данный момент рубрику новичка, исповедь новичка приостановлю, у меня уже просто сил не хватает, у меня уже 3 стула прожглись, прожженные просто. Вы хотите, чтобы я всю мебель в доме перепортил? Поэтому сейчас буду играть вот этим моим составом, который у меня есть, с легендами. Да, не совсем мне повезло, выпал мне наката. Если по Бекхэму могу сказать, что все ок, то по накате, ну, сами понимаете. Да, на первое время, в принципе, пойдет. Но когда ты понимаешь, что вместо него мог выпасть Ромарио, Бекенбауэр, Вейра, то наката, конечно же, не считается нормальным, в общем-то, уловом. У меня тем временем заканчивается первый тайм, 2-1 я выигрываю, быстро пропустил, достаточно быстро отыгрался, и Бекхэм с пенальти забил второй мяч. Пока что у нас очень мало ударов в поворот, 3-3 у меня, 3-2 у противника, но второй тайм будет веселее, это я вам гарантирую. Так вот, по поводу легендарных игроков, тоже этот пак в четверг завезли в eFootball, как вы понимаете, в мобилке будут точно такие же паки с тем же процентом. И я вам скажу, там как бы есть хорошая вещь, одна в этом паке, но есть очень нехорошая вещь тоже в этом паке. Так вот, там 150 игроков, из них 3 легендарных. При этом в самой игре написано, что шанс на каждого игрока одинаковый. То есть, по сути, у нас нет вот этих 30% на черный мяч, из них 15 черных мячей. Нет, у нас есть 150 игроков, и вероятность на каждого одинаковая. То есть, с одинаковой вероятностью вы можете поймать серебро 72, или там 75, или поймать легендарного игрока. Что хорошего? Давайте, как всегда, начнем с хороших черт. Так вот, это у нас будет в виде бокс-драйва работать. То есть в 22-й части отсутствовать дубли будут. Ты не будешь ловить одного игрока много раз, ну и, соответственно, прокачивать одним и тем же игроком ты тоже, конечно, не сможешь. Это минус. По сути, Konami нам говорит, если вы хотите получить всех легендарных игроков из этого пака гарантированно, то есть 3 человек, то всего лишь вам нужно потратить 15 тысяч золота. То есть открыть все 150 игроков. Да, может быть, повезет раньше, но чтобы получить 100% гарантированно, нужно открыть 150 игроков. 15 косарей за 3 легенд, ну, как бы, мне кажется, цена немножечко охренеть какая. Тем более за тех легенд, которые сейчас у нас в данный момент в паке. Тем не менее, я знаю ребят, которые сливали огромные суммы, там и по 10 тысяч на пак, и по 12 тысяч на пак ради одного игрока, и этот игрок не выпадал. Если бы сходу была такая система, я тем временем пропускаю второй мяч, если бы сходу была такая система, я уверен, что они задонатили бы недостающие там 2-3 тысячи и открыли его полностью. Что же плохого в этой системе? Я думаю, вы уже поняли, те, кто пытается в этом всем разобраться, зацепились за мою фразу, то, что на каждого игрока один и тот же процент. Так вот, если у нас сейчас, на данный момент, 15 черных мячей, 30%, из них 3 иконика, то за одну крутку у нас 6% на то, что выпадет кто-то из икоников. 6% это достаточно много. Если считать по 22 части, у нас 150 игроков, и из них 3 иконика. То есть шанс 1 к 50
50 за одну крутку, что выпадет иконик. А 1 к 50, ребят, это 2%. Чтобы вы понимали, в 22-й части поймать иконика, ну, легендарную карточку, давайте все-таки легендами это называть, потому что, ну, я буду сам путаться. Легендарную иконик карточку, хорошо, легендарную с фиолетовым сиянием. Так вот эту легендарную карточку будет поймать в 3 раза сложнее, чем... собственно, у нас сейчас. Поэтому я бы вам советовал, если вам каких-то икоников не хватает, постараться их выловить сейчас. Процент банально больше. То есть, если сейчас у нас в паке из 3 икоников 6% в принципе, что выпадет иконик, 2% что выпадет нужный конкретный иконик, то в 22-й части 2% что выпадет какой-то один из 3. Вот. А если смотреть на конкретного, то там меньше, чем 0,7%. Выводы делайте сами, я вам привожу лишь статистику, плюс то, что именно дает нам Konami. Других как бы источников у нас нет. Многие люди пишут, там, что вот на новых аккаунтах выпадают иконики лучше, все дела. Возможно это кажется, возможно это не кажется. Но пока я не вижу каких-то цифр, я в это верить, конечно же, не собираюсь. Так что, в общем, по иконикам, если кто-то нужен, ну, я бы советовал вам выбивать сейчас. С другой стороны, золото стоит оставить на 22-ю часть, потому что будет вот точно так же выходить команда недели, и вы сможете... в принципе, достаточно быстро укомплектовать свою команду. Но при этом у нас оставляют составы. Постоянно мне, кстати, идет этот вопрос. Морша, что будет с теми игроками, что будет с теми игроками. Пацаны, реально, по 20 сообщений нахрен под каждым видео. Когда выйдет PES 2022 мобильная, и что будет с игроками. Но я не попугай по 10 раз повторять. Вот серьезно, я уже эти комментарии игнорирую. Я сказал 1 раз, сказал 2 раз, сказал 3 раз. Я не могу в каждом ролике, причем каждые 3 минуты, зная, что некоторые люди очень сложны к восприятию, им нужно по 5-6 раз повторить, чтобы они поняли. Вот. Я не могу повторять, потому что для остальных зрителей это будет звучать как издевательство. Я тем временем, кстати, снова выхожу вперед, нужно сделать замены, вот у меня выйдет Наката, про которого я не очень похвалил, тем не менее, у меня тут особо и выбора нет, как бы, кого тут выпускать, несмотря на то, что есть ветеранские бонусы, несмотря на то, что я еще и купил 3 игроков команды недели, особо все равно выбора нет. Но более-менее, по сравнению с составом, который я юзаю в рубрике «Исповедь новичка», прям топовая фигня. Так вот, то есть здесь каждый из вас сейчас должен решить сам. Либо сейчас он все будет золото сливать в икоников, с которыми мы до сих пор еще не совсем понимаем, что будет происходить. Вот Konami что-то мутит, и точную информацию найти достаточно невозможно. То есть они то одно заявляют, то другое заявляют, то вот иконики станут вот такие вот с розовым сиянием и будут немножечко лучше легенд. То потом просачивается информация, что будет отдельный тип карт, который будет называться год, и который будет вроде как типа икоников. Хрен его знает. Вот действительно, пока Konami сами, походу, не совсем понимают, что они хотят реализовать, мы, к сожалению, пользуемся вообще только отголосками этих всех новостей. Так что сейчас икоников поймать будет легче. Но при этом в 22-й части на данный момент нет ни одного ивента, и за входы нет достижений, за которые вам давали бы золото. То есть смысл оставить на команду недели, есть смысл поймать икоников. Что вы будете из этого выбирать, конечно же, решаете вы. Но я для себя, допустим, я бы делал такой выбор, если бы у меня был вот действительно один аккаунт, я не собирался особо донатить, я бы, наверное, золото все-таки оставлял на команду недели, потому что в любом случае в ней будут хорошие игроки, при этом у меня на аккаунте есть достаточное количество легенд, сколько раз нам драфтбокс с легендами повторяли, и, в принципе, состав чисто из легенд я уже собрать без проблем могу, даже если я играю только с 21 части, а я играю далеко не с 21, там легенд вообще просто попой жуй. Поэтому я бы золото оставлял на команду недели, во-первых, во-вторых, на сезонный пропуск. Да, его еще пока нет, но Konami говорила, что его можно будет купить за золото. Поэтому сезонный пропуск, я уверен, тоже... Здесь вот, посмотрите, прекрасный момент, как Холланд замечательно перепрыгнул мяч, просто пропускал дальше, вместо того, чтобы подставить свое бренное тельце. Я бы мог еще и 4-й забивать, но пока не сложилось. Поэтому я бы сейчас золото оставлял. Дублей обычных игроков квикал, дублей легенд пока бы не трогал, пусть останутся там, посмотрим, что с этим всем будет. И оставлял бы золото на сезонный пропуск и на команду недели. Ну и старался по максимуму сейчас на данный момент выбить легендарных игроков, если у вас каких-то не хватает.
Плюс просто оставлял бы игроков с высокими рейтингами, я вам показывал цены, стоит в своем составе иметь сейчас просто хотя бы даже обычного Мбаппе, обычного Левандовского, ну и так далее. А тут мой противник очень жестко ошибается, конечно, таким моментом я не мог воспользоваться уже на 90 плюс минуте, к сожалению, у него нервы сдали, и он пропускает 4-й мяч. Да, несмотря на то, что он из гораздо более высокого дивизиона, я из 9-го, напоминаю, вы видели в начале, этот матч у меня получается выиграть, при том, что у нас еще одинаковые игроки с команды делик. Ну, короче, по-моему, это прикольно. Да, были еще шансы. Вот здесь вот Холланд забивает, но, к сожалению, забивает из офсайда. Матч, как по мне, получился достаточно зрелищный. Я надеюсь, что вам было интересно меня слушать, и вы сделали выводы, в общем-то, по поводу моих слов. Конечно же, каждый из вас сам решает. Оставлять, не оставлять. Покупать сейчас, покупать потом. Донатить 22-ю часть, не донатить 22-ю часть. Я вот решил задонатить. Для меня это абсолютно безболезненная сумма, $10. Я переживу, зато смогу открыть 10 игроков команды недели и хорошо сформировать, в принципе, свою команду, которая будет достаточно конкурентна в eFootball 2022. На этом, ребят, прощаюсь. Всем хороших выходных. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.